Всем привет, друзья! У сына Рамазана начался отостугас, каникулы. У меня тоже небольшой отпуск. И мы решили поехать на 4 дня в Голландию. Там, где мы еще ни разу не были. Там, где сейчас очень красиво. Там, где сейчас должны расцветать тюльпаны. Именно в конце марта, начале апреля. И буквально, собравшись мыслями за последнюю неделю, забронировав отель, проложив какой-то определенный маршрут, мы решили поехать и посетить Голландию. Почему бы нет? Ехать будем, как всегда, через Польшу, объезжая Варшаву, через Германию, объезжая Берлин. Это те известные города, которые я знаю. Мы выехали из Паневежиса в 9 часов утра. Едем через Алитус. Вот сейчас мы уже были в Алитусе. Выезжаем из Алитуса в данный момент. Почему мы заехали в Алитус? Машина у нас бензиновая, еще и на газу. Спасибо Алексею, который мне дал подсказку, что в Голландии немножко другая система заправки автомобиля газом. Нужно иметь переходник. У нас так называемый европейский стиль, а у них голландский. Почему? Потому что благодаря этому переходнику газ заправляется намного быстрее. Не нужно тратить много времени, чтобы заправить полный бак. Обычно здесь уходит это минут 5-7, я думаю, до 10 минут. Там, я как понимаю, все произойдет быстрее. И посмотрев интернет, обзвонив всех, нашли только в Алитусе, но это как бы по пути было. Вот такой переходник, это уже на голландский вариант. У нас да, а голландский вариант, вот два варианта разных, европейский и голландский. Купив сейчас этот переходник, мы уже с более максимальной готовностью будем ехать в Голландию. Сегодня наша задача до нашей гостиницы, которую мы должны остановить сегодня, 620 километров. Это, по-моему, около города Познань, Польша. Погода замечательная. Из Паневежиса выезжали, было немножко прохладненько, плюс 3. Но не было солнца. А подъехали к Алитусу, уже началось солнце. Все, желаю нам с Рамазаном хорошего отдыха, провести замечательное время. Надеюсь, что наши ожидания оправдаются, увидеть красоту Голландии. Мы уже заочно, насмотрев несколько роликов про Голландию, понимаем, что там правда очень уютно и красиво. Надеемся, что так и будет. А вам приятного просмотра. Но ничего тут не меняется за последнее время. Наверное, наоборот, ужесточается, потому что вот, как мы видим, проходит проверка. Сейчас фуру перед нами проверяют, досмотр. Ну и все должны пойти через этот пост. Не знаю, остановит нас, попросит документы. Ну, мы все имеем, все хорошо у нас. День добрый. День добрый. Окей. Dobra. Zjedziecie sobie tutaj na lewo, tu w tą stronę, dobra? Tam po tamtą zieloną budkę. Ой. Ну вот, нас попросили. Через 300 метров поверните налево. Нас попросили подойти к этой зеленой будке. Вот здесь лучше станем, наверное. Пойдем, Рамазан, сходим. Все, мы в Польше. Августов указатель. Вильнюс тоже, кстати, указатель. Взяли документы у нас, проверили, потом подозвали, проверили отпечаток одного из пальцев. Ну, все хорошо, и у меня, и у Рамазана. По-другому и не должно быть, в принципе. Потому что у нас все нормально с документами. Вот, Рамазан, покажи. Мы заезжаем в Польшу, как всегда, на въезде. Указывает ограничение скорости на дорогах, что где. Ну, все хорошо, едем дальше, все нормально. 5 минут все это заняло. Людей не так много, потому что это не основная граница, не самая популярная Литва-Польша граница. Едем дальше, теперь мы едем до Варшавы. Наверное, остановимся на заправке, потому что нужно будет подзаправиться.
и сходить по своим делам. И все, погода классная. Кстати, ближе вот после Алитуса, я как заметил, если сравнивать с Паневежисом, от Паневежиса до границы плюс-минус 200 километров, здесь уже видны издалека, нам из машины видны, что раскрываются маленькие зеленые почки. На деревьях уже есть. Не на всех, но попадаются. В Паневежисе еще пока такого нету. И в Польше время на час назад, что нас не может не радовать. Нам совсем немного до Августова города. Пока у нас вот такие вот узкие дороги, где максимум 90 км в час. Но потом, после Августова, я думаю, мы выйдем уже на большую трассу, которая нас уже будет вести прямиком на Варшаву, Берлин. Это вот все такие автобаны, так называемые, начнутся. В Германии, по-моему, тоже бесплатные. А насчет Голландии, кстати, не знаю, мы даже не узнавали. Это мы сегодня вечером и займемся этим, когда обустроимся в гостинице и посмотрим всю информацию об дорогах Голландии. Платные они или не платные. Если платные, то для кого и на каких условиях. Приятно ездить по таким дорогам в Польше. Хоть и не быстро, но весна, солнце. Слева-справа ухоженные поля, аккуратные дома, четкая разметка видна. Знаки тоже издалека заметно, потому что они максимально большие, чтобы водителю было удобно прокладывать свой маршрут и заранее знать, какие действия он должен предпринять. В Польше тоже есть заправки циркли. Вот, пожалуйста. На заправке мы остановимся, только не на это, я думаю, уже на трассе. Почему? Потому что я хочу себе купить другие очки солнцезащитные. И я их покупаю всегда, последние 5 лет, только на заправках или специализированных магазинах, где можно купить специальные очки для водителей, которые не просто имеют затемнение стекол, но они антибликовые. Это я все понял и ощутил разницу от других очков, и поэтому покупаю, стараюсь найти и купить именно такие очки. Именно только в Польше? Ну, в последнее время, да. Первая наша заправка после 430 километров пройденного расстояния. До Варшавы осталось где-то 100 километров. Но мы едем не спеша. Дорога у нас по времени получается не самая быстрая, потому что нас в Польше еще раз остановили. Пограничники проверили документы. Там мы побыли минут 15. Я даже вздремнул, пока ждал. И вот это уже будет наша первая заправка, где мы хотим еще и перекусить. Вот дизель 7,66, автогаз 3,64. Но мы сейчас скалькулируем и вам скажем, сколько это будет в евро. Снимаешь? Снимаю. Сейчас буду заправлять. Вот стандарт. Что здесь? Нет, это обслуга, нет, это да. Да. Ой, нажимай и держи. Нажимай и держи. Решили заодно и бензинчиком заправиться в 95-м. Здесь он, по-моему, чуть дешевле. 6 злотых 20 центов злотских. Ось 2000 литров. Ось 2000 литров? Той пожуресь. Ага. Рамазан говорит, все-таки пойдем где-нибудь денег потратим. Туалет, ладно, бесплатный. Говорит, давай тогда на еду потратим деньги.
Ну, давай, говорю, попробуем, если у нас получится. Польского супа какого-нибудь есть вкусненького. Если будет. Я только за польский суп. Больше на другой я не согласен. Решили мы взять журек. Это польский традиционный суп. Идем за кофе. Идем за кофе, да, Рамазан. Языки. Лянка, англишка. О, литую колба, О, балё. это колбаира. Кикам, аушка, мяс обмокеем, кафе лата. Мажо. Ардиделис. Стандартос. 210 миллилитров. Кек? 200. 10 мл. Что нажми, вот как я нажимаю? Ну, спауск. Жаля. Подеки сисау подели, ну, если с горы. Рамазанин журек готов. Взяли мы один журек, потому что порция большая, нам на двоих будет очень достаточно. Вот этот журек и 2 кофе. Видутинишка порция. Видутиночки порция. Уж срёбает 2 кава. Кайна. Ir batona, kaina Kaina. 9 евро 70 centų. А jeigu zlotai? 37 злотые. Jo. Сканался. До гостиницы осталось еще 130 километров. Но сейчас хочу рассказать вообще суть нашей поездки. Видим, что есть прицеп для велосипеда, а велосипедов нет. Как будто потерялись по дороге. Но нет, на самом деле нет. У нас такая идея, что... То есть мы в курсе, что в Голландии очень много велосипедов, очень много велосипедистов. Это один из самых популярных транспортов в Голландии. И мы решили, что мы там, возможно, присмотрим себе велосипеды, купим их. Ну, в районе ценовая категория недорогая. Не будем смотреть на какие-то большие дорогие. Ну, до 100 евро мы надеемся найти такие велосипеды. И обратно уже их привезти в Литву. Там мы имеем велосипеды недорогие. Возможно, какие-то из них выберем, будут получше для нас останутся, а какие-то просто продадим. Тем более сейчас начался сезон, и это нормально. Продать их, думаю, проблем не будет. Ну и вот поэтому взяли с собой сцепку. Буквально прям за 3 дня до поездки я купил этот каблис, крючок. Пойдем, Рамазан, фаркоп. Вот он абсолютно новый. Кстати, в Поневежисье есть такой Александр, который имеет СТО свое. Он из Украины. Парень вообще классный, молодец. Руки растут откуда надо. Сделал он прям перед поездкой. Попросил я его. Очереди у него небольшие. Если кому нужны контакты, то могу дать без проблем. Вот, поставили фаркоп, подключили. Прицеп уже имели с того года. И вчера был 31 марта. Последний день зимнего сезона для автомобилистов. Сегодня 1 апреля, сегодня уже можно было ездить на летней резине. То есть и вчера мы перед дорогой, буквально вчера мы поменяли колеса уже на летний вариант. Успели. Вот. Ну и скорость стала уже весенне-летняя. Ограничение скорости до 130 км в час на автомагистралях. Это в Литве. Ну и в Польше так плюс-минус тоже так же. Все, мы едем дальше до гостиницы. Приедем, покажем, какой гостиница нас ожидает здесь в Польше. Это недалеко от Познани. Выяснили мы вот название населенных пунктов от и до. Посмотрели в интернете, этот участок составляет 250 километров, и заплатили мы за это 40 злотых, это где-то 10 евро. Так выходит, вот по такой платной дороге, где максимальная скорость 140 километров в час допустима. Приехали мы до своего хостела. Хостел-не хостел. Сейчас возьму документы и пойдем обустраиваться. Посмотрим, что там да как. Бюро. Это бюро, хостел. Вот бюро. Опс.
Так, бюро. Что нам надо сделать? Что нам надо сделать? Нам надо посмотреть. Сейчас мы посмотрим. Может, условие написано, что нам пароль какой-то ввести. Сейчас придет, наверное, тетя. Тетенька сейчас придет. А? Нет, что-то все равно не... Да. Угу. Ага, я ничего не понял. А, вот. Ваша комната номер 2. Первый этаж. Ключ находится в двери со стороны комнаты. Номер 2. Пойдем искать. Вот. Номер 2. Ключ находится со стороны комнаты. Вот. Все, есть. Ключ есть, смотри. Все как просто. Здесь свет включает. Свет здесь. Со стороны комнаты. Код от входной двери 2378. Это от центральной. Вот. Это называется хостел, хотя это, ну, как гостиница. Очень пахнет каким-то этим стиральным порошком, как будто. Да, Рамазан? Есть такое ощущение. Ну, пойдет нам переночевать, завтра утром встать и уехать. Тем более у нас тут с завтраком все. Наконец-то Рамазанка от меня отдельно поспит. Еще один шанс у нее. Если, короче, не сдвинет кроватки. Пойдем мы забирать вещи из машин, заселяться и обустраиваться. Отдыхать. Пойдем в магазин за кефирчиком. Кто тут? Бендрушка? Боже, коробка. А как ее зовут? Не знаю. Бендровка. Бендровка. Ну, короче, божья коробка Жабка. тут недалеко. Жабка. В шкафах никто ничего не оставил, предыдущий. Коньяк, водка, чай нету. А, во, есть. Пожалуйста. Вот это у меня вот самое главное. Одно из главных, это, конечно, чайничек. Чтобы вскипятить водичку. Все. Пойдем мы за сумкой. И забыл сказать, что хостел это нашли через Booking. Цена 50 евро на двоих, плюс завтрак. Завтрак будет завтра, надеюсь. Ну, наверное, как обычно, там бутерброды, кофе, чай, яйца вареные. Посмотрим завтра. Доброе утро. Мы завтракаем. Кроме нас никого нет. Ну, в это время. На 8 утра мы договорились. Ну, как обычно. Хлеб. Несколько видов. Колбасы, сыры. Масло, кофе, чай. На выбор. Чайник. Можно еще раз кипятить. Завтракаем и едем в сторону Голландии. Докуда нам до нашего места пребывания в Голландии еще 900 километров. Едем по скоростной трассе, смотрим по сторонам. И тяжело было не заметить, какой здесь ухоженный лес. Вот стоят прям вот как солдатики, как спички, воткнутые в землю. Ровные такие, гладкие, с одинаковые диаметры стволов практически у всех. Такой вот лес, и он уже идет на протяжении 20 километров. С той стороны то же самое. Сейчас вам Рамазан покажет. Это что, уже граница, Рамазан? Не знаю. Германия? Вижу, что заканчивается платная дорога. Ага. Нам надо подъехать. Нам надо подъехать там, где легковые автомобили. Он литовец один в Volkswagen с левой стороны. Так, у нас с карточкой мы будем оплачивать. Добрый день. $58 злотых оплатили. 58 злотых оплатили. Это где-то получается
сколько, 13 евро, да, наверное, плюс-минус. И мы проехали на этом участке где-то 150 километров. Такое ощущение, что мы подъезжаем к границе Польши-Германии, потому что скорость указанная была 70 км в час, не больше. Движение замедляется, просто мы здесь первый раз на этой дороге, на этой границе. Но думаем, что да, все идет к тому, что мы приближаемся к границе. Вот она граница. Когда-то здесь останавливали и проверяли всех подряд. И сейчас такое может происходить. Но сегодня вот мы этого не наблюдаем, потому что нет никого. Вот на той стороне стоят сотрудники, да. Стоят, вон, Рамазан, покажи, стоят сотрудники, проверяют. Те, кто выезжает из Германии, заезжают в Польшу. А на нашей стороне мы пока никого не видим. А на нашей стороне мы пока никого не видим. Может быть, впереди? Может быть, я опережаю события? Нас все ждет впереди, возможно, все проверки. Вот, заехали Одра. Мы проезжаем по мосту над речкой Одра. И началась полицейный контроль. Знак внимания, полицейский контроль. Впереди, возможно. И нас всех будут тоже загонять в одну дорогу, в кармашек. И на усмотрение полицейских будут осматривать автомобили, какие они посчитают нужными осмотреть. Так, грузовики справа, легковые мотоциклы слева. 40 км в час. Бундесрепублик Дойчланд. Грузовики вправо уходят, разделяются. Легковые автомобили уходят налево и тоже разделяются. Но видим, впереди есть полицейский микроавтобус, который будет, наверное, нас останавливать и проверять. Проехали мы контроль, перед нами только микроавтобус остановили. Все, едем дальше. Мы на территории Германии. Мы ее сейчас проедем насквозь с востока на запад и должны будем ехать в Голландию. Через 500 метров будем заворачивать на заправочку, на немецкую заправку Shell, по-моему, будет. Как показывает указатель, здесь есть и ЛПГ, автогаз, ДУЭС или просто газ. То, что нам и нужно, потому что мы уже проехали. Сколько мы проехали? Уже 300. Ну нет, 400 еще нет, 350 где-то. 380. Так. И нам надо найти, где у нас будет ЛПГ. ЛПГ. Ну, крайний право. Автогаз ЛПГ. Так и написано. Вот справа. И наши колоночки. В Германии мы до сих пор, до границы осталось немножко, но в Германии тоже проблема с заправкой автогаза. Нужен переходник. У нас его нету. На заправке можно брать, надо оставлять залог 50 евро. Мы так и сделали. Но их так много, этих видов переходников, что вот есть целый сундук, и надо выбрать нужный. Первый раз я выбрал не очень нужный. Сейчас будем попросить, чтобы дали нам другой. Вот это? Нет. Вот это подлиннее, по-моему, вот это возьмем. Нет. А, вот эту, да? Точно. Ага. Я? Я. Пробуем заправить. Чуть дождик начался. Да, погода не хорошая. Ну да, вот он. Ну вот, про что я и говорю. Просто до этого Рамазан уже брал, он уже знает. А в этот раз я
шел сам без него, а как я без него? Ничего я особо без него не могу. Давай тулы кик добар. Машину, кава держим. Заправились, взяли кофе, потому что тоже сами хотим заправиться. Цены здесь на топливо веселее, чем в Литве. Газ евро 28 центов. Дизель 2,50, 2,60. Очень, конечно, весело. Достать нам наши бутербродики надо. Имеем чай, но взяли кофе, потому что иногда кофе хочется. И вот мы все сделаем сами. Наши бутерброды. Этим и поедим. Этим и будем довольны. Еще литовский хлеб вот у нас в запасе очень вкусный. Все будет хорошо. Граница! Выезжаем из Германии, заезжаем в Нидерланд. Машин стало намного меньше. Вот прям отъехали буквально 30 километров от последнего города Доссельдорфа, по-моему, немецкого. Там машин, ну вообще по всей Германии весь день много машин. Много машин. Нам до гостиницы в Голландии осталось, по-моему, где-то 160-150 километров. Вот, Рамазан, сними, какие ограничения. И запомни, Нидерланд в городе 50, на скоростной дороге 100, на автомагистрали 130. Все как в Литве, в принципе. Все, мы в Голландии. С чем я себя и Рамазана поздравляю. Дождик был местами, сейчас нет. Пасмурно. Солнце прячется, потом опять выходит. По-разному. Интересовались прогноз погоды, который нас ожидает в Голландии. Потому что в Голландии мы будем 4 дня. Ну, плюс-минус так и будет. Где-то плюс 11, до плюс 16 самый теплый. И тоже местами дождик. И солнце может быть выходить. Ну, ничего удивительного. Страна находится вдоль океана. Вдоль много заливов там, каналов. Воды очень много. Поэтому притягиваются туда и тучи дождевые. Ну вот в Голландии сразу видно, что весна здесь началась раньше. Рапс расцвел, желтенький есть. Листья уже распускаются в основной массе у всех деревьев. Это то, что нам бросается в глаза сразу, как мы только заехали в Голландию. Кстати, в Германии не было цветущего рапса, а здесь в Голландии уже есть, на обочинах даже, как мы видим. Зашли мы в свой отель. Как-то нам все объяснили на ломаном нашем языке и не нашем. Все нормально. Дали ключ. Объяснили, что и как. Сейчас сначала покажем номер. Потом выйдем. Number 3. Камбари. Номер 3. Хорошо. А чё? Tamsu, šviesu reikia. Va, čia mūsų numeris. Mūsų numeris. Tualetų kambarį, vonios kambarys. О, какие деревья. Prašom. Jo šokti galima, jeigu nori. Давай, балконы atidaryk. Балконы atidaryk. А, čia балкон нет, čia paprasta tokia ланга. Короче, тут везде кругом каналы. Ну все, пойдем на улицу, возьмем вещи и будем отдыхать. Что радует, есть чайник, как всегда чайник, есть кофе, уже есть капсульный, ну и хорошо. У нас хлеб есть, с голоду не умрем сегодня, потому что мы находимся в таком месте, это парк, заповедник. Their telephone numbers downstairs. If you need something, you can call us. Yes, from the hotel, from our office. It's on the... Хозяйка что-то объясняет Рамазану. Рамазан, ты правда понял или сделал только вид? Нет, я понял, если что-то не обращаться, вот тут все написано. Не обращаться, номер, ой, не номер. Ну, тут Номера. дверь, да. Да, это Отель, код от Мишель, шлагбаума, Манти. ключ от Манти, двери. открывайте, пожалуйста, на улицу выход. Мы находимся на территории парка, не знаю название. Тут природа, там вода, канал, но тут везде в Голландии вода кругом. Как мы уже поняли, пока ехали до отеля. В общем, если, грубо говоря, это мечта просто. Рай. Мечта, да. Да, это мечта. Все хорошо, так что мы приехали и обосновались.
Ребят, в общем, если коротко говоря, это наша мечта. Я хотел побывать в Голландии, так же, как и мой папа. Мы рады, правда. Что Это доехали. мечта, да, это рай. Доехали, все хорошо. Начало неплохое. Это если коротко говоря. Надеемся, и продолжение будет тоже соответствующее.